Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Давно у меня не было игр с моими подписчиками, поэтому сегодня я буду играть не сам, я, если что, нахожусь в пати вместе с Марком. Ну что, Марк это тот человек, у которого обалденно дорогие внешки, обалденные скинчики, которые он мне подгонял еще сверху. В общем, что ж, холодных. Всем голодных игр. Ну, как всем? Чисто для меня? Ну, короче, вы поняли. Guard сам играешь или фейк? Ой, фейк. Фейк. Или фейк. Не понял. Ну, фейк. Так правильнее звучит. Так, с Марком. Так, вот. Вот. Что я хотел сказать? Так, у меня был план. Точнее, есть план. Я хочу попробовать поиграть через Эмпреску, так как она в этой игре есть, потому что я ее вначале увидел, его, поэтому я хочу попробовать через Эмпреску поиграть. И, знаете, по старинке, через зверей. Я думаю, это будет прям вообще шикардос. И я хотел сказать о том, что, ребята, кто пропустил стримы по турниру, то во вкладке трансляции есть записи всех моих стримов. И у меня убедительная просьба. Прожмите там все-таки недостающие лайки до 50. До количества 50. Привет, весельчак. Ого, сколько моих подписчиков здесь. Ай, красота. Надеюсь, они мне дадут поиграть, потому что, когда я попадаюсь обычно против своих подписчиков, то мои подписчики мне... Сейчас, секундочку. Я тут веду переговоры. Смекаете? Короче, немножечко, знаете, так морально тебя подбодрил их. И я уверен, что игра будет очень потная, потому что когда я играю против своих подписчиков, это намного жестче, чем какие-либо киберкотлеты, потому что спуски не дают ни грамма. Вот, так вот, вернусь к своей предыдущей идее, и ну вообще вернусь к тому, что, ребят, добейте необходимое количество лайков. Ну, все-таки ж мне будет просто приятно. Просто добейте вот эти вот недостающиеся по 10 лайков на мои предыдущие 2 стрима по турниру. Потому что последний финал турнира, соответственно, добился 50 плюс лайков, а вот на предыдущие 2 не добилось. Поэтому, кто не поставил, поставьте. Ну и, соответственно, под этот ролик тоже поставьте свой лайк. Оставьте комментарий, что думаете по поводу этой игры. И у меня убедительная просьба. У меня 4 декабря день рождения. Да-да, скоро. Мне будет 29 лет. И я там уже писал в своем телеграм-канале. Но кто может, оформите спонсорку. Будет прикольно, будет приятно. Она дешевая, копейки стоят. Плюс я стараюсь своих спонсоров баловать. Ну, как баловать? Во-первых, я стараюсь для них как можно быстрее выпускать ролики. Ну, то есть у них спонсорский доступ, все дела. Короче, просто приятные плюшки, плюс это моя поддержка меня. Вот все. Ну, кто может. Кто не может, ну, ладно. Что ж, бывает. У каждого разная ситуация, поэтому не настаиваю, но было бы приятно. Так, вернемся к игре. В общем, почему я хочу вообще Эмпреску записать? Во-первых, я там пообщался в чате Телеграма. Да, кто не подписан на мой Телеграм, обязательно подпишитесь, потому что там у нас общение, причем такое интенсивно идет. Часто общаемся, переписываемся, всякие там сборочки обсуждаем, стратегии, подсказываем друг другу. Короче, много чего интересного происходит. Поэтому подпишитесь на чат канала. Короче, вы поняли меня. И по поводу стрима. Я планирую либо в эту среду, либо в этот четверг провести стрим, но не факт. То есть, короче, в телеграм-канале я все напишу, когда что будет. Вот. Заранее, чтобы все успели подготовиться, там вкусняшек приготовить, напитки приготовить, там пенного приготовить. Куда же без пенного в этой игре, да? Так, знаете что? Ладно, продам, короче. Хочу выйти в 20 монет. Так вот. Пообщались мы там по поводу сборочки одной по зверям. Звери вообще сейчас как-то из мета вообще выпали. Я прекрасно понимаю, почему они выпали из меты. Из-за того, что есть сломанные ШД, есть эльфы, вот эта вот вся тема. Но я хочу попробовать... я купил новые скины. А ну-ка. Прикольная Лина. Что еще хотел сказать? Выпали они как-то из меты, но сегодня я хочу попробовать сыграть на зверях. У нас там тема, скажем так, была в чате, поэтому я хочу попробовать сейчас реализовать Эмпреску на 200% под зверьми. Если все получится, то там будет колоссальный урон. Там просто такой лютый разрыв 5-й точки будет, что ну его в баню. Так, я надеюсь, что орк-охотник мне еще придет.
Поставлю себе сейчас вот такой вот стол. Кстати, если что, я немного неухоженный, но на это не обращайте внимания. Успею побриться и подстригуся. Буду красавчиком первый на районе. Надеюсь, что мне придет сейчас орк-охотник в 2 звезды. В общем, почему мне захотелось вот импреску записать еще сверху? Ну, во-первых, я ее хочу попробовать под зверями. Во-вторых, я хочу ее попробовать, если что, через дубликата сделать. То есть, если здесь будут сильные легендарки, если здесь будут просто сильные фиолетки у меня, то я хочу попробовать через все-таки дубликаты. Либо же через зверей уже, если прям хорошо пойдет. Почему под зверями, вы спросите? На самом деле элементарно просто, потому что звери дают дополнительный урон вашим призывным существам, а у импрески ее способность — это призывное существо. И, соответственно, скилл белки, который увеличит урон призывных существ, работает на это призванное существо, то есть на призванную импреску. И это прям такой лютый развал. Короче, я надеюсь, вы все это увидите. Я надеюсь, вам это понравится. Поэтому по традиции присаживайтесь себе поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Решил, конечно, эту фразу сказать, когда уже 7-8 раунд. Ну ладно. Лучше поздно, чем никогда, правильно? Ну просто это такое, знаете, короче, вы все сами видели. Интенсивное общение, все дела. Не могу же я без внимания своих подписчиков оставить. Плюс у меня такое настроение. Так, Гвард, посмотри на мой скин. О, прикольный зомбарик. Чисто рокер. На самом деле, я, может, подкину идейку разработчикам. Кстати, я там, если что, готовлю огромный список. Раз у меня есть прямое обращение к разработчикам, то есть есть возможность обратиться прямо к разработчикам, я хочу приготовить им... Я сделаю это один раз. Я не буду делать это 2-3 раза. Я один раз потрачу свое время, попробую полностью расписать, что нужно, бафнуть, что нужно, поменять, что нужно сделать. Если они к этому списку прислушаются, то будет хорошо. Один из списков — это улучшить оптимизацию на ПК. Почему? Потому что ПК мощнее, чем телефоны в основном. Да и в целом это телефонная игра, на которой можно много чего выкрутить. Так и вот, хочу, чтобы игра была более оптимизированная и более детализированная, потому что, некоторые скины, они выглядят прям, вообще не очень, да. Не какие-то там смазанные, размазанные. В общем, хочу попробовать хоть как-то повлиять. Я один раз это сделаю. Если никакого эффекта не будет, я зря потратил свое время, то я больше обращаться не буду. Вообще. Ни грамма. И, кстати, ребят, я там говорил в предыдущем ролике по поводу катки с Эмбером. Вот, я ее выложу, наверное, завтра. Скажем так, сделал такой небольшой вот перерыв, небольшое окно. И я выложу эту катку завтра. Потому что, я совсем недавно этого Эмбера выкладывал. Вот я хочу еще раз его выложить. Вот. Все, в принципе. Так мы поговорили обо всем. Сейчас, наверное, полностью даже погрузимся в катку. То знаете, как-то, когда ты одновременно хочешь что-то рассказать и что-то еще, ты тупо теряешься в пространстве. Теряешься в мыслях, в действиях и тому подобное. То есть ты должен сделать действие, ты должен рассказать свою мысль, какая у тебя идея в голове. Ты должен поговорить, ответить на... Вы все сами прекрасно знаете. А вот то, что мне сейчас орк-охотник пришел в 2 звезды, это прям пушечка. Только есть один момент. Если что, кабан в 2 звезды, он бьет магическим уроном. И это важно понимать, потому что вот этот вот кабанчик, он не бафается от зверей тогда. То есть у него тычка, возрастает по урону, вот эти плюс 30, но когда понижается от 6 зверей минус, не помню как она там, минус уязвимость. Вот. Когда понижается вот эта вот уязвимость до 80%, то ваш урон никак не бафается. То есть бафается только физический урон. И это важно понимать. То есть уязвимость — это ваша броня. То есть когда вы там наведетесь на свою броню, то у вас там будут проценты. Сколько поглощения урона, там стычки от физического урона. И вот эта вот уязвимость уменьшается. И надо нанести 8 тычек, чтобы получить максимальный эффект. Так, все хрень. Все хрень. Я зарандомлю. Еще у меня нос чешется, сейчас чихать буду. Наверное. Оп, кабаны. Так, как поступить? Я, наверное, рискну все-таки с кабанами. Мне бы не хотелось ничего, конечно, продавать, но я продам, короче, вот так вот сделаю. Все. Ну что ж, я эту реликвию не люблю. По максимуму эту реликвию не люблю. Я думаю, все прекрасно вы знаете, почему я эту реликвию не люблю. Кстати, клевер упал, в паночку засовываем.
Вот, может и в этой игре на панде сыграю вообще. Будет Эмбер в этой игре, кто знает. Вы, конечно, прекрасно все и так знаете без меня, потому что по превьюшке все и так понятно, да? Так, Марк здесь что-то необычное собирает. Бабку он собирает. Интересно. Что ж получится. Если что, не смотрите, что я так губы сексуально облизываю, потому что у меня не пересохли, я забыл перед тем, как себе записывать каточку, помазать их. Блин, легионка так хорошо идет. Может выйти из инкама и... Да, нет смысла как такого выходить из инкама, хотя хотелось бы. Так, у одного человека аптечка, но он ее как-то не реализует. Чувак на первом месте играет через жезл Кира и будет играть на древних плюс гоблинах. Отвечаю. Вот запомните сейчас мои слова. Он будет играть на древних плюс гоблинах. 100% так будет. Вот запомните мои сейчас слова. И вот, кстати, вот увидите, насколько это будет люто. Играть на зверях против гоблинов. Ну, я надеюсь, у меня получится демонстративно показать, как надо этих гоблинов наказывать. Кстати, и минус кабанов второго тира это то, что если против вас есть вражеская змейка, то у змейки 80% магического сопротивления на секундочку. Кстати, минутка информации, о которой я не знал. Может, вы знали. Короче, вы знали, что у Пака 50% магического, мать его, сопротивления. 50%. Если честно, я не знал. Там алхимик есть. Не знаю, хочу ли я алхимика взять. Кстати, один человек, походу, будет играть по моей методичке. Через Муэрту и нежить. Пум-пум-пум. Блин, хочется взять, на самом деле, алхимика. Продам белку. На самом деле, зря я делаю то, что белку продаю, но на текущий момент мне алхимик важнее. Он дает минус броню. Ну и сам как по себе неплохо еще дамажит и хилится еще. Короче, он и танк, и дамагер. Так что вот так вот. Поэтому я беру его. И, кстати, против Хускара кабанчик плохо работает. Очень мало урона наносит этот кабанчик против Хускара. Потому что у него магическое сопротивление там повышается с каждым разом. Это вы, думаю, сами прекрасно знаете. Об этом даже и нечего упоминать. Ничего себе. А что это значит? А что это мне Мишка так рано пришел? У нас что, сегодня день благодарения или как? На какой-то праздник или что у нас? Ну, кстати, алхимик в зверях тоже отлично смотрится. Но тут я посмотрю. Я, наверное, Горн буду ставить. Мне Горн, наверное, будет важнее. Это мы, конечно, посмотрим, но мне кажется, Горн будет намного важнее. Я, наверное, пивную панду сейчас продам. Кстати, у кого же выпал снег? Пишем в комменты. У меня до сих пор еще снега нет. У меня на самом деле такая жаркая погода, что ну его в баню. По плюс 10, по плюс 15 зачастую. Такое ощущение, что зимы даже и нет. Даже приближение зимы не чувствуется. Ну, иногда дождливая погодка бывает, но это такое. Мне, кстати, надо будет еще один рок войны найти для Мишки. Потому что Мишка в 3 звезды, кстати, такой полезный персонаж, который может и корни выпустить. Да много чего может сделать. Короче, вы и так сами знаете без меня, что Мишка полезный перс. И кабанчики, и Мишка это полезные персы. О, антимаг там уже. Вопросов не имеют. Цветка маленькая. Можно взять цветку маленькую и поставить... Блин, я, наверное... Если честно, я сейчас... Панду, короче, ладно. На самом деле я хрень сделал только что, но... Ну ладно. Ладно, я с вами поделюсь, почему я хрень сделал. Я думаю, вы и так догадались. Но поделюсь. Короче, я купил цветку. В смысле о том, что сейчас будет такая некая вероятность, что с пандом мне упадет цвета. То есть эмпреска. Я, короче, взял и продал эту панду. Ладно, но это было обнадеживающе. Реликвия кабанов мне максимально не нравится. Как по мне, нужно эту реликвию кабанов вернуть в обратное русло. Чтобы эта реликвия кабанов работала бессрочно. Потому что, ну, я по-моему, рассказывал когда-то о том, что... Да, рассказывал по-любому когда-то. Когда я взял реликвию кабанов, и у меня все кабаны по 5 монет были. Я потратил уйму хп для того, чтобы реализовать эту реликвию. Так я еще и потратил не только уйму хп,
Я и свои нервы потратил, это самое главное. Я сжег свою пятую точку от края до края. Ну, по 5 монет все кабаны. То есть у меня столько всего приходило, я от всего многого отказывался ради этих кабанов, а эти кабаны тупо не росли. Но я думаю, вы прекрасно меня понимаете, что я имею в виду. Нежить, кстати, реально собирается. Будет интересно посмотреть, как будет против нежити все работать. Пока что предметы так себе падают. Что-то у Марка там не идет. 3 из 9 гоблин... Фу, блин. Бабка. Хочу сказать, гоблин-убийца. Бабка у него. 3 из 9. Что-то не идет. Но зато там Чен приходит. В 2 звезды как минимум уже у него он есть. Блин, ну если соберется он по той сборке, которую я показывал в одном из роликов с Муэртой, будет больно. Будет очень больно. Да, если что, я знаю, что у меня одной монетки не хватило до 40, это все продумано, это все просчитано было. Но я решил взять на одного друида больше. Эльфы, кстати, дефолтно собираются, если что. То есть здесь будет стабильная мета на эльфах. Древнюю плюс гоблины, которые, ну, неплохо так зверей напрягают. Что еще будет? Да вроде пока ничего. А, ну еще и Муэрта через нежить. Но на самом деле хорошая Муэрта будет наваливать, будь здоров. Но будем надеяться на то, что мне придет ранняя импреска. И будем надеяться на то, что мне придут еще хорошие предметы. Потому что, ну как хорошие предметы? Мне надо парочка хороших предметов, с помощью которых я буду душить. Кстати, на зверях в текущем патче, конечно, тяжеловато играть. Котел, кстати. Ну, вместо легионки. Хотелось бы Дума, конечно, взять. И Медузу хотелось бы взять. Но нет, отказываться буду. Пока пусть у меня будет баф людей. Пригодится. 55 хп у меня, но ничего страшного. Пока еще можно жить. Единственное, хорошо, что здесь нету инсектоидов. Если здесь нарисуется инсектоид, то у меня будет очень мало хп. И против инсека будет ой, как тяжело. Там уже 2 антимага у эльфа. Сильно. Но я не удивлен. Не удивлен ни грамма. Но пока мы стальные нервы держим. У нас должны наши быть яички стальные. Чтоб под нашим весом наших бубенчиков продавливалась шахматная доска. Короче, гнем свою линию. Возвышенец. Ну, фляга чуть-чуть потекла. Чуть-чуть. Ну, можно ж. Иногда ж можно. Можно. Кто-то скажет нельзя, тот... Ну, тому нельзя, значит. Ну да, там будет древний плюс гоблина на первом месте. На втором месте такую же самую сборку собирает себе. Только на первом месте будет пожестче из-за того, что у него будет Тинкер. Я, кстати, продал алхимика, лучше панду поставлю. Ну, пусть у меня будет сомнительная вероятность на то, что мне упадет цвета. Я в любом случае, если что, продам эту панду. Ну, наверное, все-таки не надо было продавать алхимика. Ну ладно. Блин, ну у Марка уже такое. Заряженный стол. Ну да. Сильно. Нормально там чел наспамил. Фу, Чен наспамил мне. Чисто за пазуху навернул. Еще спрашивал, будешь вдогонку? Как в том меме. Яблоко будешь? Будешь. Так, ну сейчас смотрите, еще один раунд. Если 3 кабанчика, в принципе, будет по 10 монет, то более-менее еще хорошо реликвия сработает. Но на самом деле, я не скажу, что... Ну, хотя не, на самом деле неплохо реликвия сейчас мне как бы поапалась. Хотя бы не по 5 монет. А если еще эти 3 кабана у меня будут сейчас по 10 монет, это будет вообще шикарно. Ладно, кристалл маны мне некуда засовывать. Я подумал, что в тролля хекса можно было бы засунуть, чтобы он хекс накинул свой сразу, в жабу превратил.
А можно не моего орка-охотника бить в первую очередь, пожалуйста? Обалдеть. О, Мамора. Но я возьму Мамору, кстати. Я думаю, все прекрасно знают, почему я возьму Мамору. Я знаю свою удачу. И то, что легендарные фигуры мне идут со скрипом. И если мне импреска придет, то мне по-любому нужно будет все-таки юзать Мамору. Так, раз кабанчик, два кабанчика по 10 монет. Хорошо. Так, сейчас надо не про... Ну, парочка там апнулась кабанов. Так, надо сейчас в лимит не вылезти. Все, 10 взяли, поехали. Думчик сюда, это сюда, рыжий лис сюда. Собака сюда пойдет. Так, сюда. Баф людей можно уже убирать. Надо из инкама выходить. У меня слишком мало хп, понимаете? Слишком. Вообще все печально. Немного морских поставлю себе. Мамору сразу активирую, поставлю ее сейчас в уголок. Сейчас у меня 30 хп. Поехали ролиться пока. Хоть чуть-чуть усилю себе. Хотя... Вот так вот сделаю пока что, чтобы у меня было хотя бы 4 зверя через волшебников. Хотя бы так. Хоть чуть-чуть, но будем жить. Жить, не тужить. Просто 500 хп ШД мне отхилил, понимаете? Вот такая вот тема игры против гоблинов. Не, ШД надо нерфить, 100% надо нерфить. Слишком сломанный герой. По-любому нужно нерфить его. Хан. Вот хан, кстати, неплохо мне зайдет. Тролль. Сюда. Так, это убираем. Дум. Такое. Так, друид сюда. Лича открываем. Змейка сюда. Так, ты гуляй. Нервничаю, ребят, не обессудьте, я нервничаю немного. Немного нервничаю, потому что у меня очень мало хп осталось, и мне надо все это делать быстро, обдумывать все. Нужен мне Дум. Вообще у меня Дум не помещается. Так, 4 друида у меня есть, но... Давай чуть-чуть. Думаешь. Блин, больно. 16 хп, боже, очень мало хп у меня осталось. Пожалуйста, приди, импреска. Молю. Пожалуйста. Ну! Так, белка идет сюда. Варлок это, конечно, хорошо. Так, я в Варлока верю побольше. Так, вот это чудо надо сюда. Ну, спешу, нервничаю, ребят. Не обессудьте, нервничаю. Хоть надо холодную голову держать, но нервничаю немножко. Так, 4 друида у меня есть. Давай, берсерк, души. Молю, души. Ой, хорошо, с рыжим лисом сработались. Просто 15 тысяч урона сюда. И винстрик сюда. Ух, как тигр просто разорвал им всех. Всех разорвал. Да какой Дум? Импреску, пожалуйста. Пожалуйста. У меня сейчас пот на лбу уже появится. Сколько можно молить о импреске? Так, ладно, пока что горн уберем. Да не это мне цветочка нужна. Мне надо большая цветочка. Вот, ладно, так пока что. Пусть будет так. Тимак с маской берсерка. Вот это я понимаю гений. Красава там. В антимага маску берсерка засунуть. Гениально? Не то слово. Гениально, премиально. Какая обезьяна. Импреску, пожалуйста. Так, хорошо.
Я, наверное, Хана продам. Как же я не хочу яйцо тратить, если честно. Так, иди сюда, потому что Фурион здесь есть. Вот так вот сделаем. Все, Фуриона я смогу купить. Фух, я чуть... Хорошо, что я не продал Трента. Хорошо, что я хотя бы могу мобов дефать. Так, Фуриончик, иди сюда, мой сладкий. Надо просто пожить немножко. Пожалуйста, приди ко мне довольно-таки рано. Эмпресска, молю. Я возьму криты. Я, если что, намеренно сейчас взял криты. Сейчас объясню почему. Как я уже говорил ранее, то уязвимость настакивается только на физический урон. Это важно. Как же я не хочу яйцо тратить. Так, у меня на одного друида больше, и на одного зверя тоже больше. Ту-ту-ту-ту-ту. Сейчас. Немножко молчания, потому что я думаю. Знаете, я могу вообще поставить просто 6 зверей и поставить горн себе таким образом. Боже, пожалуйста. Не-не-не, только не на все лицо, молю. Только не на все лицо. У него 9 нежити. Только не на все лицо. Пожалуйста, жить. Живи, живи. Молю. Да не... Сам себя только что вынес. Гребаный щит. Точнее, медальон 2-го тира. Мишка, пожалуйста. Гаси его. Давай, ну попади, разок. Ну! Ну! Здесь хп. Пожалуйста, Мамора, приди. Мамора, принеси мне то, что мне надо. Принеси мое солнце. Ну что, ребята, вы готовы? Вы готовы к контенту? Так, как... Так. Что туплю, подожди. Ага. Ладно, на следующий раунде уже. Все, подготовлю. На следующий раунд, все. А мне сейчас надо убрать будет... ух ты, там гоблин нашел вертолета еще. Ой, он же может золотые роллы в этой игре сделать. Я надеюсь, никто его не раскормит. Все, пошел камбэк. Пошел камбэк. 2400 крит просто. 1600. На всякий случай надо морских, скорее всего, брать. Так, делаем красиво. Смотрите, вот так, вот так, вот так. Опа. Все, у меня 6 дверей и 2 горна на агр. Почему 2 горна на агр? Это чисто время. Время пожить мне. Время подышать. Хорошо против Марси, хорошо против нежити будет. Тупо время подышать мне. И вот как раз древние гоблины собрались у топчика на первом месте. Сейчас будет весело. Теперь мне тупо надо на усилении сосредоточиться. То есть мне нужно Хана найти в 3 звезды, обезьяну, змейку в 2 звезды, рыжего лиса. Чем больше, тем лучше. Вот этого чертолета можно в 2 звезды собрать. Пусть будет. Вертолет мне не нужен. Не знаю, солнечного шамана можно, в принципе, пока что так оставить. Продать, может. Вообще, сейчас самое главное не пролюбить момент с расстановкой. Расстановка будет важна. О, дух 5 не раскрыт, кстати. Плюс деньги сюда. И улучшаем рыжего лиса. Хорошо. Мне надо, как я уже говорил ранее, найти себе
Рок войны еще один. Ой, блин, тут еще и Омник. Тяжело будет, конечно, против Омника еще драться, потому что есть прикол у Омника. Омник, вдруг кто не знает, то скидывает дебаф. Дебаф от белки. Ну и арчиды там скидывают. Ну, короче, вы поняли. Тут предмет тут насыпало. На самом деле, я бы хотел, знаете, какие предметы сейчас найти? Я хотел бы себе сейчас найти МКБ против эльфа. И хотел бы найти себе... Отлично. И хотел бы найти себе... Короче, дезолятор. Броня первого тира у меня есть. МКБ. Молнии пятого тира. Криты у меня есть. И что еще? Чистый урон, на самом деле, это крутая тема. Но, как я уже сказал ранее, она не работает под зверей. Можно было бы, конечно, сделать иначе. Можно было бы поставить себе просто 4 зверя. Сделать себе фулгорн. И сделать импреску под чистым уроном через перчатку. Это было бы намного надежнее. Но я, как говорю, я хочу на контент. Поэтому хочу показать вам именно скилл зверей. Хотя, на самом деле, здесь чистый урон отлично заходит. Во-первых, 2 гоблина есть. Во-вторых, есть нежить, который будет играть через Муэрту. Которая будет находиться в своей форме. Хотя не факт, что он будет через Муэрту играть, но пока что он играет через Муэрту. Но, короче, это будет наглядно вам пример, насколько это жестко будет. И кто вдруг не знает, как я уже говорил ранее, то призывная МПС-ка бафается рогом войны. У нее скорость атаки на 100% больше и отталкивается от ваших предметов еще сверху. Плюс баф белки, который увеличивает урон на призывных существ, он... работает на эту призванную импреску. Я дико извиняюсь, что я заговариваю сейчас, потому что я прорабатываю все ситуации, продумываю свои дальнейшие действия. Это на самом деле... А какие мои дальнейшие действия? Сейчас все будет зависеть от того, какие мне будут предметы падать. И насколько мой противник будет умен. И если там чел на первом месте соберет себе мехов, и не дай бог он будет еще и выигрывать, то забейте чисто. О, у меня там, кстати, зрители. Мне надо белка в 2 звезды. Нужна белка в 2 звезды. Жалко инчупа нерфили жестко. Теперь, ну, когда она не хилит. Обидно немножко. Ну, видите, 0.4 скорость атаки, а там 0.8. Так, сумку подумай на скип. Мастерская... Ладно. Может быть, рыжего лиса соберу в 3 звезды. В скобках нет, конечно, но я буду надеяться, что я соберу рыжего лиса в 3 звезды. Так, обезьяна есть, хорошо. Варлок мне не нужен. Солнечный шаман. Это пригодится. В принципе, у меня сейчас очень сильный стол. Я должен хорошо разваливать. Тьфу-тьфу-тьфу. Там на самом деле тролль. С бабочкой, это тоже неприятно. Ну, знаете, в чем плюс? Чел Марса себе в 3 звезды не может собрать. Это огромный плюс для меня. Чисто у этой Марси мой скилл. Да, белка нужна минимум в 2 звезды, потому что отмеченные цели как минимум 5 единиц становятся. Сейчас надо, короче, под него расстановку сделать. Чтобы и обезьяна палку свою накидывала. И эмпреска в первую очередь начинала гасить всех там. Ух ты. Кстати, кто вдруг не знает, есть одна маленькая особенность против эльфов. Если срабатывает миссы, а вы играете на зверях, да, то миссы все равно дают стак. То есть, когда ваши звери дают тычку, срабатывает мисс у эльфа, то это все равно считается как стак. Даже если вы промазали. То есть не обязательно на зверях попадать. Самое главное, это просто нанести энное количество ударов. Вне зависимости от того, попал, не попал, вообще плевать. Жестко? О, да. Нам чисто антимаг вообще отлетел. Кстати, обалденный предмет на импреску — это арчит. Вот вы просто на мгновение представьте.
У вас белка в 2 звезды, да. Если вы ее в 3 звезды собрали, то вообще прекрасно, потому что там по 8 целям сразу отмеченные цели становятся. Урон на 150% увеличится. И импресска с предметами на 150 больше, на 150% больше урона носит именно призванная импресска. Это прям вообще дикость. И плюс, если вы найдете арчит сверху, и арчит на вражеского Керри накинется, то все начнут в радиусе своей атаки дальности бить эту цель. И вы представьте, просто там двойной урон, подметка. Если сейчас по 2600, по 2700 криты вылетали только что по Марсе, то вы просто вдумайтесь на секунду, какие криты будут вылетать под арчидом и подметкой. Там сбить, там колоссальный суммон, 200 чисто. Это трындец. Не, криты это имба. С перчаткой, я думаю, таких бы цифр я не достиг. Но на самом деле, из-за того, что у меня нет перчатки, меня намного легче законтрить. Вот там чел играет через алхимика, но он кирасу себе поставил. То есть у него сейчас брони миллион. Я ему по минимуму сейчас съедаю эту броню. Как же эльфу там? Я думаю, у эльфа горит 5-я точка по максимуму, потому что он не может собрать себе Марсе в 3 звезды. Но это чисто я, когда играю на контент, играю на Марсе, мне тупо Марсе не идет. Я, кстати, если что, сейчас делаю вот такую вот расстановку под нежить. Возможно, это ошибка, но так как у него берсерк в 1 звезду, кстати, он тоже делает огромную ошибку, потому что он именно керрит берсерка. Я думаю, он хотел керрить спектру, но ему пришел берсерк. И вот проблема этого берсерка в том, что он тоже получает дебаф нежити. Минус 40%. Это слишком много. Минус 40%, вы просто вдумайтесь. Ля там урона просто прилетает. Это если что, я под кирасу бью. И под бафом гоблинов его. Обалдеть. Да. Так вот, он делает себе хуже, чисто из-за того, что у берсерка тоже минус 40% хп. И когда этот берсерк умрет, то с него вылупится зомбарь. В мою пользу, если что. То есть дебаф нежити работает как на своих, так и на чужих, если вы не на нежити играете. Там, кстати, Марси в 3 звезды собрал, но может что-то и получится у него. Хотя сомневаюсь. Мне эту нежить надо выкинуть. Ну, тупо берсерк не приходит. У него 2 берсерка стоит. В 2 звезды берсерк еще что-то может его. Прям, ну, много может нанести урона, на самом деле. Но я думаю, я смогу его одолеть, потому что у меня есть Горн. Из-за того, что у меня есть Горн, то он должен, по сути, бить этот Горн. Хотя не, берсерк не дотягивает, точняк. Берсерк не дотягивается. А вот, кстати, Марси. 2500. 2500 крит, просто 2500 крит, мать его за ногу. Это у меня еще арчида нет. Я, кстати, его выкинул, этого эльфа. Все, мы остались с гоблином 1 на 1. Иди сюда, мой сладкий. Сейчас мы с тобой пообщаемся. Еще и белка в 2 звезды пришла. Ну все, сладкий. На самом деле, он под омником, под гоблинами и под древними. Это ж вообще жестко. Жестко так-то. Сейчас бы мне арчит упал. Либо МКБ. Лучше, конечно, арчит. Арчит намного лучше будет. Но из-за того, что у него есть омник, он дебафы скинет. Но арчит всегда хорошо. Все-таки там будет 3 арчида. Прям по кайфу будет. Я на самом деле хочу предмет 5-го тира еще найти. Мне нужны молнии 5-го тира, чтобы у меня было еще больше скорости атаки. И плюс магический урон с молнии. Как я буду бить, так и меня, когда будут бить, будут прокать молнии. Вообще, на самом деле, против гоблина можно омника было собрать. Что-то я тупанул немного. Надо было омника собирать в 2 звезды. Ну ладно, уже, я думаю, поздно. Я думаю, сейчас и так развалю. Двойные клыки. Классно, конечно, но нету инсека. Некромикон классная тема, но нет. Не хочу. Почему некромикон? Блин. Хрень, конечно, мне упала знатная. Но пока что пусть будет так. И... Ну, надо ролять. Надо ролять. Хотя не, на самом деле Радик неплохой предмет будет. Мюллер. И было бы, конечно, намного лучше, если бы мне, конечно, не двойные клыки упали, а дезолятор упал, был бы вообще шикарно. И вместо Радика упало бы МКБ, чтобы прям вообще вот похоронное бюро было. Или Арчит. С Арчитом вообще было бы шикарно. У него, кстати, кольцо там на агр под кирасой. Но это ему не поможет, у меня и так миллион урона с руки. Что-то хотел сказать. Из головы вылетело.
Ну, за дезолятора вы, я думаю, прекрасно понимаете. Или да, не... Про Некромикрон. Фу, про Некромикон хотел сказать. У вас будет появляться 2 эмпрески. Ну, просто зачастую этот предмет не слишком жестко роляет. Просто разваливает этого гоблина древнего. Даже если у него омник 2 звезды будет, я думаю, его спокойно развалю. Но на самом деле я и сам омника лучше бы собирал. Что-то я тупанул немного. Ну, я думаю, нет смысла сейчас вообще от этого омника. Не буду его собирать. Дебафов у него никаких нету. Поэтому мне плевать на этого омника. Вообще плевать. По максимуму плевать. До 40-го раунда он вряд ли доживет. Он вряд ли что-то еще лучше найдет. У него там хорошие предметы для гоблина древнего. Но против меня не потянет. Удивительно, что он мехов себе не собрал. Вот это удивительно. Я думал, он мехов соберет. Потому что вертолет в игре есть. Я думал, что он мехов соберет. Но не собрал, и слава богу. Мне это только в кассу. По поводу Некромикона, он ситуативный. Типа, если с рандом сундука упал, то окей. Но брать его целенаправленно зачастую это руин. Поэтому такое себе. Боже, я эту кирасу тупо не чувствую. Как же это больно, боже. Минус 23 сюда. Сочувствую молодому. Просто сочувствую. Сейчас это, скорее всего, раунд конечный будет, но лучше перестраховаться. Ну что ж, давай. О, он всех назад ставит. Да? Да. Он думает, что я его выжигаю радиком. Угу. Удачи. Удачи, друг. Да, выжигаю тебя 100% радиком. Я тоже поставлю всех назад. У меня как раз посередине есть горн. Специально для тебя. Специально для тебя, сладкий мой. Оп, выиграл. Но я не удержался, чтобы не проспойлерить себе. Ну, мне просто самому интересно. Просто как же в легкую пробиваю и кирасу. И это кольцо на 120 урона. Вообще забей. Просто это слишком сильно. Не, такая импреска классная. Очень классная. Я думаю, даже если был бы против меня инсект, у меня были двойные клыки, я бы его снес. Ну, это красивая игра. Очень красивая игра. Как я и сказал, с моими подписчиками игры максимально потные и максимально интересные. Ну да, у него неплохие предметы. Думаю, если бы у него был алхимик в 3 звезды, мне было бы немного жестче, но я бы тогда, наверное, лучше омника собирал бы сверху. Я просто подумал, что это излишне собирать омника сверху еще, потому что, ну, я его и так разбирал. Хотя, на самом деле, лучше перебздеть, чем недобздеть. Поэтому, если видите, что остались против такого алхима, то лучше, наверное, омника собрать 2 звезды. Хотя, тоже, горн, это классная тема, потому что вражеский алхимик тратит свое время, чтобы разбить этот горн. Короче, катка получилась огонь. Надеюсь, вам понравилось. Все подробно объяснил, рассказал, как это работает. Лайк обязательно поставь свой. Комментарий оставь. Если не подписан, то подпишись. И на мой телеграм-канал тоже подпишись. Всем огромное спасибо за просмотр. И всем удачи.